Многие побаиваются даже присматриваться к самым дешевым часам, полагая, что это полный хлам. Как выяснилось, это не так. На сегодня безымянные V26 или EVO 13 Pro и их последняя модель 2020 года Series 6 самая похожая копия Apple Watch и самые дешевые смарт-часы. Странное сочетание лидерства, не находите? Что это за чудо в перьях, разберем сегодня. В моей жизни бывали и дорогие швейцарские часы, и электронные Монтаны, но чаще я ходил с какими-нибудь недорогими Casio, так как всегда относился к часам как к аксессуару, который необходимо менять каждый год. Поэтому счастья от часов ни за 350, ни тем более $800 я особо не испытывал. Часы особо не жалел и не берег, и часто бил их или царапал. Не моргнув глазом, покупал другие под стать своим новым желаниям и моде. Сейчас же я почувствовал, что, кажется, пришло время недорогих смарт-часов, и я решил их попробовать. И могу сказать, теперь да, пришло их время. Я хожу с ними уже постоянно около 2 недель. Они пережили августовскую жару, морскую соль, песок и купание в душе. И нежными я их назвать не могу. Сегодня обзор и мой опыт эксплуатации данного девайса. Почтальон бросает под дверь вот такой пакет. Это посылка с V26 Series 6. Вскрываем. Внутри красивая коробочка, в которой помимо часов имеется магнитная зарядка и инструкция. В дополнение продавец положил комплектом для этих же часов металлический браслет «Миланская петля». Я выбрал цвет белый и серебро, поскольку здесь в Испании совсем черным, хоть смартфон, хоть часы, летом на солнце может быть даже опасно. Черное под прямыми солнечными лучами сильно перегревается, а девайсом лишний перегрев противопоказан. Первое впечатление часы производят положительное, я бы даже сказал, вызывают восторг. И неудивительно, это же произведение от Джонатана Айва. Как ни крути, это Apple, китайцы это только сделали. А сами часы вдвое меньше по цене, чем 4-й или 5-й Mi Band. При этом отлично выглядят, достаточно функциональные и удобные на руке. И ощущаются, конечно, значительно дороже, чем стоят на самом деле. Смотрите сами. Такой же, как у Apple, алюминиевый корпус и да, из настоящего металла, алюминия. Такой же пластиковый ремешок. С тылу, конечно, это пластик, качественный, похожий на стекло, но пластик. Здесь же расположились датчики для различных замеров. Размеры относительно небольшие, такие же, как у Apple Watch. Ширина 37 мм, длина 44 мм, высота 10,7 мм, ширина ремешка 22 мм. На женскую руку будет норм и на мужскую тоже. Сами часы легкие и руку не оттягивают. Включаем часы длительным нажатием на краун. Нас встречает приветствие и всплывает окно выбора языка. Часы мультиязычные, есть и великий и могучий русский язык. Кстати, выключать часы надо также. Зажимаем на пару секунд, и часы выключаются. Также их нужно перезагружать. Кстати, после установки приложения и настройки Bluetooth соединения рекомендуется перезагрузить как часы, так и смартфон. Сам Digital Crown неактивный, просто крутится и выполняет только роль кнопки, к сожалению. Говорить о ремешке также нет никакого смысла, поскольку это также творение Apple. Он весьма удобный и простой, и к нему нет никаких вопросов, в том числе ночью. Спать они не мешают, на запястье не давят. Качество исполнения отличное. Метод крепления ремешков к часам также Apple'овский, значит подойдут все, что идет к Apple Watch. Приятно, что универсальность не страдает, хоть и обычные ремешки не поставишь. Но на AliExpress есть и дешевые, и интересные варианты. Ссылки оставлю в описании. Почему многие обсуждают аллергичность пластиковых ремешков, мне непонятно, но у меня нет никакой аллергии и никаких покраснений кожи. Немного потеет запястье на жаре, и это все неудобство. Чего не сказать о миланской петле. Возможно, я отвык от ношения часов и рука изнежилась, не знаю, но металлический ремешок на руке для меня менее удобный. Да и металл постоянно напоминает о себе прохладой на руке и также потеет запястье. Магнитная застежка и удобства и нет. Хоть и регулировать магнитом ее длину намного удобнее, чем в пластиковом, но вот постоянно примагничивающаяся ко всему застежка зачастую выбешивает. Особенно, когда ставишь часы на магнитную же зарядку. Снимаются и устанавливаются ремешки просто. С небольшим усилием тянем в сторону, все, можем поменять ремешок. Вот здесь на ремешке есть выталкивающий штырек, который удерживает ремешок от самопроизвольного выползания. А это зарядка, которая идет в комплекте. Она магнитная. Но вот проводок у нее короткий, и в моем случае еле дотягивается от пола до тумбочки. И это, надо сказать, косяк. К тому же примагничивается она к часам недостаточно цепко, хотя в целом, конечно, держит. Плюсом является то, что сами часы подают звуковой сигнал, если встали на зарядку. И второй, когда перестали заряжаться. Но и наша любимая, снимаем защитную пленочку. Забегая вперед, скажу, что за все время на стекле не появилось ни одной заметной царапины. И да, это именно стекло. Производитель утверждает, что это Gorilla Glass 2,5D.
Возможно, но то, что это стекло, точно. Вода по стеклу растекается, а леофобное покрытие почти отсутствует. Сильно ли это парит? Не особо, поскольку экран маленький и скользить тут особо негде. Но вот заляпанные следы на экранчике остаются. Не камильфо, но за такие деньги грех расстраиваться. Сойдет. Экран здесь IPS с увеличенной по сравнению с предыдущей моделью диагональю до 1,75 дюйма. Матрица 320 на 385 точек. Можно сказать ретина дисплей. 316 точек на дюйм. Пикселей на близком расстоянии не видны. Смотрите сами. Экран на солнце рекордов не ставит и яркостью не блещет. Не AMOLED. Под безжалостными испанскими солнечными лучиками он тускловат. Даже на максимальной яркости. Но все же остается читаем. Обычно у китайцев бывает все еще хуже. Настройка яркости дисплея имеет 5 позиций. У меня яркость чаще всего стояла на отметке 4. Хоть на ярком солнце я бы и рекомендовал 5. Автояркости нет, а было бы круто. Многие говорят про низкую частоту развертки в дешевых часах, вроде как изображение меняется волной. Я не заметил, хоть и тоже считаю, что часы могли бы быть и чуть попроворнее. Защита от воды здесь IP68, и, как я говорил, часы я особо не жалею, но и купаться ни в море, ни в душе в часах смысла не вижу, поэтому плавал я в них в море исключительно ради эксперимента. И, как видите, часы живые, ничего с ними не произошло, но постоянно испытывать их на прочность соленой водой я не советую. А мы потихонечку переходим к недостаткам. Автономность у них, как у оригинальных Apple Watch, и она их подвела. Если использовать часы на полную, включая экран по взмаху руки, постоянно мониторя время, пульс и прочие имеющиеся тут шалости, заряда не хватит даже до вечера. Если же, наигравшись, отключить все эти глупости, кроме уведомлений, то протянут сутки и максимум до 1,5. После того, как я наигрался и отснял биролы для ролика, я перешел в не особо напряжный сценарий их использования. Пульсометр, давление и температура замеряется не больше раза в день, и то если есть время и скучно, уведомления включены все, периодическое использование календаря, управление музыкой и секундомером. Функцию телефонного разговора с часов я в итоге отключил, потому что не привык, что говорить и слушать теперь надо в часы постоянно. Будильник каждое утро включен. Функция включения экрана по взмаху руки отключена за ненадобностью. Мне проще нажать на кнопку, чтобы посмотреть время, чем чертыхаться от того, что часы звонят куда-то или изменяют собственные настройки. В последнее время день они живут без проблем, и перед отходом ко сну остается 50% заряда. Вот так норм. Думаю, в итоге по факту использования у вас со временем будет так же. Часы не имеют встроенного GPS, а для получения местонахождения они используют телефон. Поэтому с трекингом во время пробежки и тренировок только через приложение. Заявленную производителем 10-метровую дальность действия Bluetooth 4, встроенного в эти часы, подтверждает тест непрямой видимости в квартире. 10 метров и часы отвалятся, например, в душе, если часы остались в дальней комнате. Все как с обычным Bluetooth. Пароль на часы поставить нельзя. И скачать Google или Яндекс тоже нельзя. Навигация по часам удобная и более продуманная, чем на некоторых более дорогих смарт-часах. Чтобы посмотреть уведомления, нужно просто смахнуть экран вверх, и мы попадаем в экран уведомлений. Чтобы выйти к программам, влево. Служебная информация появится, если смахнуть вниз. При движении вправо появляются фитнес-программы. Поменять обои и поставить другой циферблат на заставку нельзя, только свои встроенные. А их тут кот наплакал. Всего 7 штук маловато. Да и те, что есть, ну такие, на 3, 4 с натяжкой. Жаловаться грех, их тоже слезали у Apple. Более-менее информативными являются только 2. Вот этот, в котором еще можно заменить тему, и такой. Я использую чаще этот, потому что он отображает заряд аккумулятора, число и день недели. Есть активация функции включения экрана по взмаху руки. Работает хорошо, без нареканий, но при ее использовании батарейка высаживается очень быстро, поскольку часы часто включаются от разных движений, а основной расход батареи здесь – это экран. При этом активируется и управление экраном. Из неудобств то, что он может в это время совершать различные действия, звонить самопроизвольно и прочей ерундой заниматься. Переходим к самому главному. Все уведомления поддерживают кириллицу и отображаются на русском. С Samsung уведомления работают отлично. Из служебных программ приходит только что часы сделали опрос в WhatsApp. Абсолютно все остальные уведомления по делу. Шрифт в уведомлениях ну такой себе. Наверное, можно было бы подобрать более удачным и читаемым. И да, сообщение мы видим полностью, даже если оно длинное. Сразу скажу, Вайбером я не пользуюсь уже много лет, а Instagram, Facebook, Twitter
Twitter, WhatsApp, почта, SMS приходят. Даже уведомления с AliExpress и Wallapop тоже приходят. А чтобы часы не напрягали подсветкой ночью, да и вообще вибрацией и уведомлениями, можно воспользоваться режимом «Не беспокоить» на самом телефоне, время действия которого можно задать самостоятельно. Если смартфон не беспокоит, то и на часы ничего не приходит. Как-то так. Если в настройках Bluetooth включить функцию передачи голоса, то часы принимают на себя входящий вызов и становится активным набор номера с часов. Качество звука приемлемое, все слышно и звонящие не жалуются. Можно отвечать, набирать и говорить прямо с часов. Однако, если она включена, то звонок принимают часы и звук идет на часы, а не на телефон. То есть, если вам звонят, вы не можете взять телефон и ответить. Ответить придется в часах. Есть будильник. Он настраивается прямо из часов. Удобный и красивый. Можно зарядить несколько штук и активировать любой или несколько. Звук будильника хороший. Можно выбрать мелодию. Вибрация присутствует. Обычная средней интенсивности. Есть и воспроизведение музыки. Сами часы музыку не играют, только управляют музыкой на смартфоне. Название треков отображается, а исполнитель нет. Зато есть управление громкостью, хоть и маленькими кнопочками, но работает нормально. К тому же ими можно пользоваться вне зависимости от приложения «Музыка». Просто прибавить или убавить громкость телефона, видеоролики или при использовании другого приложения. Жаль, что кнопочки громкости расположены нелогично. Там, где должен быть плюс, там минус, а где минус, там плюс. Не глядя, обязательно сделаешь ровно не то, что хотел. Фотографии, к сожалению, часы делают плохо. Доступа к приложениям и к камере телефона не имеют и снимают со своего встроенного приложения. Прям косяк. Считай, функции нет, и настроить ее как-то на что-то другое я не смог. И галереи фото тоже нет. Просматривать фото и другие документы на девайсе нельзя. Но есть календарь. Практично и пользоваться им вполне удобно. Зачет. Есть и калькулятор. Правда, кнопочки немного мелковаты, но работает и иногда может пригодиться. Жаль, что не распознает стилус от Note 8. Было бы вообще огонь. А так с ним все хорошо. Он есть и прекрасно. Еще одна хорошая функция – секундомер. Выполнен хорошо. У меня нет никаких претензий. Со своей задачей справляется, точный, понятный. Жаль, что нет таймера обратного отсчета. Тоже бы пригодилось. Зато есть зачетная функция «Поиск телефона». Отлично работающая и спасающая, если вдруг забыли, куда положили телефон. Сам использовал неоднократно. Выручает. Нажимаем и вот. Есть контакты для быстрого набора номера. Они синхронизируются с телефонной книгой вашего смартфона и хранятся на часах, но отображаются только номера телефонов, без остальной информации. Отсюда же можно выбрать номер абонента и позвонить. Также есть отдельный простой набор номера. Удобно для коротких номеров, типа узнать баланс или набрать номер по памяти. И еще есть журнал вызовов. Здесь хранится история ваших звонков, как входящих, так и исходящих. Зато нет погодного виджета. Погоду девайс не показывает от слова совсем. Она, конечно, присутствует в приложении, но ведь это же телефон, там погода есть и так. Но это не все. Переходим к программам здоровья. Наиболее полезное, на мой взгляд, это термометр. Температуру меряет относительно точно, так же, как современные электронные градусники. Ошибается на доли градусов, но это не важно. Если вы хотите знать, 36 у вас или 38, это он показывает, хоть и грубо. То есть определить, есть у вас температура или нет, можно. Ставлю зачет. Замер пульса работает, но лучше, если часы одеты на внутреннюю сторону руки. Сидеть при замере надо неподвижно и не разговаривать. Все так же, как и в Samsung. И об этом там предупреждают. И, конечно, здесь тоже написано, что если одеты часы неправильно, то результат будет неточный. Есть даже ЭКГ. Замеряет, ставит цифры, но непонятно, что это. И это неудивительно, потому что для замера ЭКГ необходимо значительно более точное и дорогое оборудование, под которым необходимо лежать спокойно и неподвижно и снимать показания с различных участков тела одновременно. Да и нужна эта информация только специалисту. Обычному человеку ее не прочитать, чудес не бывает. Поэтому пока это маркетинговая игрушка. Но хорошо, что изучают, улучшают. Возможно, когда-то это станет чем-то. Уровня замера кислорода в крови здесь нет, как и в Apple. Зато есть тонометр. Замеряет кровяное давление, меряет сильно неправду, но радует, что есть возможность его откорректировать. Для этого надо одновременно померить давление на серьезном аппарате и в часах, и внести в приложении коррекцию.
Для этого там есть специальная функция, после чего часы будут показывать давление более-менее точно. Про функцию сна рассказать ничего не могу, потому что на моем экземпляре по какой-то причине я так и не смог заставить ее работать. Шагомер считает шаги адекватно, если ты и правда идешь. Я прошел специально 100 шагов, и он показал 103. Телефон показал 101. Есть ощущение, что шагомер накидывает немножко несуществующих шагов. Сойдет с учетом погрешности. Есть и специальные программы для занятия спортом. Смахиваем вправо, вот они. Пешая прогулка, бег, скандинавская ходьба, велоспорт, баскетбол, бадминтон, настольный теннис и футбол. Причем на русский перевели только пешком, остальное на английском. И трекинг, похоже, не записывает, по крайней мере у меня. Еще есть отличная функция напоминания о неподвижности. Неплохая тема для тех, кто подолгу сидит за компьютером. Это напоминание о необходимом подвижном отдыхе. Выставляете время 30 минут, час или больше, и часы напомнят о том, что вы засиделись, не пора ли подвигаться. Смотрите, сколько всего полезного, и все это в часах за 16 евро. Уверенный зачет для своей цены. Единственное, чего тут нет абсолютно, это ощущение подвального Китая. Все на вполне уверенном уровне. Но перейдем к приложению на смартфоне. Оно называется Fanda Pro. И оно также имеет поддержку русского языка, синхронизируется с часами и собирает с них всю необходимую информацию. Также позволяет настраивать многие функции, например, выбрать, с каких приложений вы хотите получать уведомления, а с каких нет, включить-выключить доступ к камере, а также проверить наличие обновления. Жаль, что часы не имеют прямого доступа к телефону, только к приложению. Зато сожженные калории считает, правда отображает их только в приложении. А еще здесь есть очень полезная многим фича про поиск потерянных часов, встроенная прямо в приложение. Очень удобно и функционально. Ну и перейдем к ценам. Часы очень доступные. На AliExpress они легко покупаются за 16 евро. То есть, грубо говоря, меньше, чем за 1500 рублей. Есть ли что-то на рынке за эти же деньги с подобными характеристиками? Есть старые модели, они и правда плохие. Есть модели Lite, но ее я не рекомендую. Процессор еще слабее, а медленнее уже некуда. Да и функций там меньше. Эти-то чуть подтупливают, особенно если их торопишь. Хотя давно ли вы пользовались смартфонами за 100 баксов? Они все так тупят, и это нормально. Я бы тоже добавил к часам экран AMOLED, большой аккумулятор, GPS, увеличил бы точность замеров и поработал бы над лучшим управлением смартфоном с часов. Но выйдет все это уже далеко не в эти деньги. И не настолько мне все это надо, чтобы переплачивать. Поэтому, если для вас часы это просто аксессуар, время, уведомления, будильник за разумные деньги, которые не страшно потерять или разбить, то эти часы на данный момент являются, пожалуй, лучшим вариантом за свою цену. А если вы перфекционист и хотите выжимать из часов по максимуму, то вам будет недостаточно и оригинальных Apple Watch. Смогут ли V26 Series 6 убить Apple Watch? И да, и нет. Да, потому что большинство людей не готовы отдать за часы больше, чем за телефон. И нет, потому что некоторые параметры Apple Watch значительно лучше. Но вот надо ли это по факту большинству, это серьезный вопрос. Конечно, Apple Watch более отлаженные в плане программной части и функционально явно сильнее, но главное – это ведь стоимость и необходимость. Вот и думайте. Если есть мысли, делитесь ими в комментариях. Рад всем, кому это интересно. Желаю отлично провести последние деньки уходящего лета. И подписывайтесь на канал, впереди много удивительного.